Привет всем рыбакам, и в данном видео я расскажу о такой снасти, как летняя жерлица, либо в простонародье поставушка. Данная снасть используется при ловле в сильно заросших, либо закоряженных водоемах. Используется она для ловли в основном хищной рыбы, в моем случае именно щуки. И позволяет нам ловить в тех местах, где мы не сможем просто как-либо закинуть спиннинг. То есть все блесна, которые мы будем использовать, воблеры, джиги, просто будут висеть на кустах. Первая составляющая данной снасти — это поплавок. Я использую пенопласт, довольно-таки жесткий пенопласт, так как просто более мягкий пенопласт, он раскрошится и развалится. Из пенопласта вырезаем такое вот мотовильце, которое позволит нам в будущем просто удобно наматывать всю снасть на пенопласт. Для жесткости, то есть чтобы пенопласт был крепче и леска не резала его, наматываем несколько оборотов изоленты. Так как были случаи при поклевке довольно-таки крупной щуки, леска просто прорезала пенопласт и рыба сходила. Изолента же не дает прорезать лески пенопласт. Конечно, можно использовать и другие поплавки, к примеру, как бутылки, то есть от 0,5 и неограниченная. Ну, конечно, если вы поставите 5-литровую баклажку, это, считаю, мне кажется, будет перебором. Разве что, если вы не ловите сама на Волге. Всех лучше, конечно, подойдет это пенополистирол, который используется в строительстве. Он очень жесткий, и даже леска не сможет его прорезать. Следующая составляющая данной снасти — это леска. Леску такую я ставлю как на зимние, так и на летние жерлицы. Толщина ее 0,30. Более тонкие лески, я считаю, использованием не лучший вариант, так как при поклевке щука может завести в коряжник. И на тонкую леску вывести ее оттуда практически будет невозможным. И также при данной снасти в основном щуку мы будем выводить за леску, а более тонкая леска будет просто резать руки. Длина лески зависит от тех глубин, на которых вы ловите. Так как я ловлю у нас небольшая речка, и приходится ловить на довольно-таки небольших глубинах, то есть это 1, максимум 2 метра, и поэтому длина лески тут используется около 3 метров максимум. А больше лески отматывать нежелательно, так как щука может увести куда-то в кусты, и выпутывать ее просто как нет особого желания. Так, отматываем 3 метра лески. Крепление на мотовильце используется, делаем 2 оборота. И затягиваем просто на обычный узел. Хочется отметить то, что при затягивании данного узла лучше смочить его, так как при затягивании образуется трение и леска просто перегорает. Данная шпуля еще очень удобная, то есть мы просто сматываем леску, и она никуда не сматывается. На бутылку, конечно, можно тоже наматывать также леску, но леска получается, если она с высокой памятью, становится дугой. Далее мы используем грузило. Грузило оливка с пластмассовым сердечником. Чем хороши данные грузила? То, что пластмассовый сердечник, он просто не перетирает леску. Вес данного грузила 6 грамм. Больше грузил можно использовать, но на довольно-таки больших глубинах. Грузило позволяет нам держать живца на глубине, не позволяя всплывать ему. Одеваем грузило. И для регулирования глубины грузила и глубины поднятия живца мы фиксируем грузило силиконовыми стопорами.
Надеваем силиконовый стопор. И все. Теперь мы можем регулировать глубину живца, то есть давать ему свободный ход именно этой оливкой. То есть грузил у нас свободно ходит. Если мы ловим на глубине более 2 метров, то ставим, конечно же, грузил убираем дальше от поводка. Если мы ловим на малых глубинах, таких как меньше метра, то оливку ставим ближе к поводку. Далее мы берем поводок. Поводки я использую металлические, так как снасть устанавливается более чем на несколько дней, то есть это день, 2, 3. Ну, дольше, конечно же, не советуется. И щука не в состоянии перегрызть металлический поводок. Также я использовал вольфрамовые поводки, но бывали случаи, когда щука просто их перегрызала, перетирала. Также хочется доработать данный поводок. То есть мы используем двойник и насаживаем живца через жабры. И поэтому с данного поводка просто удаляем карабин. Так как он нам не понадобится. Блин, какой крепкий. Далее мы привязываем поводок к основной леске. Хочется отметить то, что в зимней же жерлице лучше не использовать вообще поводков. В зимней жерлице лучше использовать поводок из сдвоенной лески. Вот у нас поводок закреплен на снасти. Далее мы вставляем крючок. Крючок используется двойник 8 номера. То есть я считаю этот номер подходящий для щук. То есть от килограмма и до 10. Он позволяет вычесть, то есть любую щуку. Либо какую другую хищную рыбу. Насадка живца происходит через жабры. То есть данный метод используется, то есть щуки его живца сложнее сбить просто. Пробовал я и за спину насаживать. За спину преимущественно насаживать лучше зимой, а летом используют через жабры. В основном используется живец-карась. Мы продеваем через поводок через жабры и фиксируем двойником. Продеваем двойник и все. Далее крючок заводится карасю в рот. И все. Снасть готова. Выставляем глубину. Наматываем леску. И фиксируем ее. Делаем паз. Все, леска зафиксирована. Дальше мы берем обычную веревку, там шелковую нить, обматываем ее вокруг мотовильца и привязываем к какой-либо палке, пруту. Желательно, чтобы прут был не очень жесткий для гашения ударов рыбы. Так, при таком методе снасть будет меньше, так сказать, страдать от ударов рыбы. Ну и все, снасть готова. Мы можем закидывать ее в любых местах, то есть где у нас нет возможности кинуть спиннинг, либо просто использовать обычную живцовую удочку. В дальнейшем я, конечно же, покажу ловлю именно на эту снасть. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи!